Всем привет, братва! С вами, как всегда, я Альгиз на канале Тамантес. Сегодня мы поговорим об оптимизации игрового процесса. А если простыми словами, то как повысить FPS в PUBG New State. Но перед началом ролика хочу порекомендовать вам наш Discord сервер. Если вы хотите найти напарников, собрать тиммейтов или просто хотите пообщаться, присоединяйтесь в наш Discord сервер, где полно адекватных и скилловых пацанов. Обязательно вступайте, ссылку вы найдете в комментариях. Поехали! Речь пойдет о модели телефона Xiaomi, а конкретнее Mi 11 Lite, с которого я играю. Думаю, у всех Android серии такие же в принципе настройки, но лишь характеристика телефона все-таки решает. В моем телефоне стоит процессор Snapdragon 732G, 8 ГБ оперативы и 128 ГБ памяти, и частота экрана 90 Гц, но при этом я использую всего 60 Гц, так как большинство используют эту частоту, либо у них просто это стандарт. Но и есть, конечно же, минусы в данном телефоне. Он сильно греется при процессе игры в PUBG New State. Ребята, давайте будем реалистами. Мы знаем, что игра еще сырая и не до конца оптимизирована. Будем ждать нормальную оптимизацию. Покажу вам свои настройки игры, при которых показывало до 56 кадров FPS. В лобби вы можете заметить, что особо просадок здесь нет, но при этом держится от 50 до 53 кадров FPS. Давайте посмотрим, насколько просядет FPS в игре. Запускаем. Вы можете заметить, что особо лагов уже нет, так как более-менее накатили с обновлением типа Optimization. В стартовом городке у нас особо тоже просадок не наблюдается. Есть только микропросадки на 2 кадра, то есть до 48 FPS может просесть, но стабильно 51 кадров мы замечаем. Посмотрим, что будет при беге. Тоже особых просадок нет. А вот интересно, что будет при полете. Тоже стабильно 49-51 кадров, так что все good. Самое интересное еще нас ждет. А вот в свободном падении FPS у нас проседает до 33 кадров. Но мы можем это сами заметить, что есть микрофризы. А вот уже на земле все good. Игра особо не фризит. Я бы сказал, играбельно. Давайте посмотрим, как себя поведет при стрельбе во врага. Лагов никаких нет, так что играть точно можно, но опять же мы вернемся к тому, что я говорил ранее, что все-таки модель телефона, на котором я играю, это Xiaomi Mi 11 Lite, нагревается как печка, особенно нагрев возле процессора, руки аж начинают жестко потеть и становится некомфортно. Покатаемся также на транспорте, допустим, как я называю, на киберпанковском трамвае. Все стабильно работает, можно пострелять, можно побегать, осмотреться, никаких лагов не замечаю, кроме дискомфорта в руках из-за печки. Посмотрим, что будет при стрельбе. Ну и в принципе все good. А вот сколько же кадров у нас показывает? Опять же стабильно 48-49 кадров. Кстати, вы спросите, а где же 56 кадров, о которых ты говорил в начале ролика? А вот вам результат. Я слез с трамвая и решил пробежаться по мосту и заметил, что у меня FPS увеличился, то есть были скачки аж до 56 кадров. Скорее всего, это связано с тем, что местность покрыта меньшей текстурой, то есть мало объектов. Ну что ж, давайте перейдем к самой настройке игры. Какие я использовал? Переходим в графику. В разделе производительности у меня максимум можно поставить ультра. Если вам доступно большее значение, то можете спокойно поставить на максимум или экстремально. Это значительно увеличит частоту кадров, а возможно и понизит. Следите за игровым процессом и стабилизируйте, чтобы было комфортно играть. Далее графика. Я поставил качество среднее. Так что многие советуют выключить сглаживание, но я особой разницы не заметил, поэтому у меня включено. Далее графический интерфейс. Естественно, советую OpenGL. Внимание! Напоминаю вам о том, что это мои настройки. Если вы хотите поставить другие значения, то можете это сделать. У меня стоят настройки, при которых мне комфортно играть. Я просто делюсь информацией с вами. А также, ребята, вы можете посмотреть полное видео по настройке игры PUBG New State у меня на канале. Также оставлю вам подсказку, в верхнем правом углу появится уведомление. Ну что ж, братва, подытожим.
В принципе, на моем телефоне комфортно было бы играть, если бы он не грелся как печка, но при этом отдадим должное, можно комфортно поиграть при 48-51 кадра. Так что можно даже не гоняться за высокими показателями, но опять же это сугубо чисто мое мнение. Но я хочу протестить еще свой телефон на 90 Гц, посмотрим, что из этого выйдет. Поддержите данный видос лайкосом и подпиской, и я сниму продолжение данной рубрики. А также не забудьте про свой комментарий, мне очень интересно будет почитать ваше мнение. Братва, а на этом все. С вами был как всегда я, Альгиз, на канале Тамантес. Увидимся в следующем ролике. Всем пока!